Всем привет! Вы на канале Операция Релокация, и сегодня мы с вами обсудим животрепещущую тему, которая в Великобритании точно не дает спать последние несколько недель всем иммигрантам. У нас в гостях сегодня Юлия Гудкович, старший иммиграционный юрист Redfern Legal. Юлия, добрый день! Здравствуйте. Я предлагаю начать с самого важного документа White Paper, который был выпущен совсем недавно. Не могли бы вы рассказать, что это такое, какие изменения он несет и о чем стоит переживать, и стоит ли тем, кто уже находится в Великобритании или только планирует сюда переехать? Действительно, 12 мая 2025 года была выпущена программа иммиграционных реформ, изменений, которая в Англии носит гордое название White Paper, белый документ. Начнем, наверное, с того, что такое White Paper. White Paper — это не закон, это не иммиграционные акты, это проект реформы. Почему он носит такое важное значение, почему столько шума об этом последние несколько дней? Потому что этот проект изменений предложен не кем-то, не частным депутатом, а правительством. То есть в этом документе, в лозунге, скажем так, в манифесте, который насчитывает больше 80 страниц, кратко изложено все, что правительство хочет поменять в ближайшее время в иммиграционной системе Великобритании. Почему это вызвало такой общественный резонанс? Потому что, во-первых, было объявлено как общее направление реформ — это сокращение числа иммигрантов в Великобритании. Правительство обеспокоено тем, что в Великобритании слишком много иммигрантов. Они пьют, едят и лечатся за счет налогов и за счет граждан Великобритании, людей, которые здесь платят налоги. И правительство объявило свое категорическое решение, намерение всех отсюда разогнать, кого можно, сократить количество иммигрантов. Самое скандальное заявление, самое шумное — это заявление о том, что время ожидания постоянного вида на жительство в Великобритании для определенных категорий виз будет увеличено с 5 лет до 10 лет. Кроме этого, есть еще масса важных заявлений о том, что будет изменено. Во-первых, будет изменена система привоза, набора людей, которые будут спонсированы как работники, то есть skilled workers, высококвалифицированные работники. Привозить их в Великобританию будет сложнее и дороже. Я расскажу о деталях позже. Кроме этого, заявлено, что члены семьи людей, которые здесь находятся по определенным визам, например, по визе высококвалифицированного работника, skilled worker, по визе Global Talent, по визе Innovative Founder, потому что все эти визы относятся к так называемым Points-Based System Visas, определенной категории виз, которые приносят доход экономике. Это называется work, economy route. В общем, те, кто приехал сюда созидать и налоги платить. Так вот, одно из намерений правительства — это обязать членов семьи вот этих вот людей, жен или мужей, сдавать экзамен по английскому языку. В настоящий момент жены и мужья не должны сдавать никакой экзамен, чтобы быть здесь. Отмечено в документе то, что налог на наем иностранцев будет повышен на 32%. Объявлено, что будет реформа системы беженцев, правил, которые относятся к беженцам, asylum seekers, так называемые. Объявлено, что люди, у которых есть талант, и все они собраны в этом документе под параграфом Global Talent, таланты, их правительство хочет заманить в Великобританию и обещает, что вот для этой категории талантливых людей особенно выделена сфера artificial intelligence и научные работники. Вот
их, наоборот, захотят привлечь. Ну, это если очень контурно как бы обобщить, что предлагается. Давайте пройдемся по деталям, что интересно. Если говорить про самый critical point, да, критический момент, который вы озвучили, что будет срок пребывания в Великобритании продлен от 5 до 10 лет, есть ли какие-то данные или где-то можно посмотреть, или, возможно, в этом white paper документе указано, повлияет ли это на тех, кто уже переехал или, допустим, находится в стадии получения ПМЖ на сегодняшний день, или это повлияет только на вновь прибывших? Есть ли какая-то информация об этом? Есть четкая информация, которая сводится к тому, что правительство нам расскажет об этом в течение ближайшего времени, later this year. Если говорить о конкретике, да, о источниках, откуда у меня такой вывод появился. Во-первых, первые источники в самом документе White Paper. Там четко и ясно сказано, что later this year, позже в этом году, после консультации, сейчас мы еще оговорим, с кем консультации, после консультации мы объявим о том, как эти нововведения вступят в силу. Теперь, если вы думаете, что вы можете найти более четкий ответ на вопрос, когда же в течение последнего года, то можно обратиться к документу, который был выпущен, опубликован вчера, 21 мая 2025 года, который можно найти на веб-сайте английского парламента. Этот документ называется «Изменения в визовой системе и в системе ПМЖ Великобритании». Они пишут, что повторяют то же самое, что в течение этого года после консультации мы объявим, когда это правило вступит в силу. Поэтому честно ответить на ваш вопрос я не могу и, думаю, не может никто. Повлияет ли это на тех, кто уже сейчас в Великобритании, или на тех, кто вот вчера подал заявление и ждет ответа, мы тоже ответить не можем. И правительство выразило свою позицию через министра МВД, через заместителя министра МВД, где они в такой обтекаемой форме говорят, что люди, которые здесь уже находятся, возможно, им придется уехать из Великобритании. И вот несколько таких высказываний, из которых газеты, юристы, ну, все, кто считает нужным, делают разные выводы. Одни говорят, что именно эта фраза указывает на то, что коснутся изменений всех, и тех, кто уже сейчас находится в Великобритании. Другие верят, юристы, что правительство просто затаскают в суды и засудят. Третьи считают, что вот этот процесс консультаций, который заявлен и объявлен, он помешает тому, что правительство приняло вот такой вот достаточно жестокий закон, увеличить с 5 до 10 лет ПМЖ, и тем более ретроактивно. В общем, суммируя, ребята, я не знаю, мы должны ждать и смотреть, но обещано, что это все появится, информация об этом в течение этого года. Мне вот интересно, если говорить про такие визы, как Global Talent, Skilled Worker, мне кажется, что это как раз первые доходогенерирующие, налогогенерирующие визы и люди, которые приезжают. То есть это люди, которые уже едут с целью трудоустроиться, платить налоги в государство. Почему начали отчет, скажем так, обратный и вот это ретроспективное решение в первую очередь как раз тех, кому так сложно сюда приехать, и даже на сегодняшний день, мы помним, в прошлом году, по-моему, поправьте меня, если не так, подняли на skilled worker фи, то есть оно стало там больше 38 тысяч или около того, то есть уже приняли какие-то меры, уже там нужно, плюс, я там знаю, затраты, которые нет, там это 1000 фунтов, которые нужно потратить в зависимости от 3- или 5-летняя виза на то, чтобы приехать сюда, в общем, затраты большие, даже на сегодняшний день налоги люди платят, в том числе по Global Talent. Почему в первую очередь фокус здесь, а не на тех людях, которые под гуманитарной защитой, которые приехали по беженству, и вероятнее всего им сложнее здесь найти работу в силу отсутствия образования или отсутствия мотивации работать или отсутствия какой-то квалификации?
И они же пользуются в первую очередь, по сути, пособиями, которые здесь есть. Судя по реакции общественности, по реакции многих промышленных организаций, журналистов, этот вопрос возник у многих. Почему в первую очередь пытаются сократить поток иммигрантов, которые приносят больше всего дохода? Ну, конечно, у меня не будет однозначного ответа. Я пока еще не премьер-министр, но у меня могут быть просто личные догадки на эту тему. Ну, во-первых, я начну с того, что в самом документе White Paper, да, обещано провести реформу беженцев, да, виз, связанных с беженцами, и там написано этим летом. Вот, кстати, это несколько есть обозначений времени в документе. Есть этим летом, это вот про беженцев, есть осенью, это то, что касается налогов, которые поднять, там бюджет обычно осенью пересматривают, а все остальное later this year, позже или там вообще, ну, в общем, непонятно. В общем, поэтому, ну, я думаю, что возникло не то что ложное представление о том, что начинаются skilled worker, возможно, оно оправданное, но не только их коснутся реформы. Это раз. Второе, это мое личное объяснение. Ну, те, кто платят налоги, те, кто приносят в казну доход, в общем, те, кто умеют зарабатывать деньги, с них легче их и получить. Поэтому остальные категории, жены и мужья британцев или лиц с постоянным видом на жительство здесь, которые получили здесь право нахождения, потому что у них здесь семья, беженцы по разным программам, по афганской программе, по украинской программе, есть еще там, программы для беженцев. Конечно, от них ожидать помощи экономической сложнее. Давайте поговорим теперь о том, с какими запросами чаще всего обращаются к иммиграционному юристу, и поговорим о типах виз, которые есть, как еще вот на сегодняшний день можно релоцироваться в Великобританию законным путем, какие есть варианты. По каким вопросам обращаются для получения иммиграционной помощи? Ну, на самом деле, по любым вопросам, связанным с получением визы. Есть люди, которые считают, что они могут сами получить визу, сами прочесть иммиграционные правила и разъяснения, гайденс так называемые и прочее. И это замечательно, ну, как, в общем, самолечением занимаются многие люди и достаточно успешно. Но если человек не хочет сам перечитывать иммиграционные правила, которые меняются в Великобритании каждые полгода, перечитывать инструкции, которых обычно существует несколько относительно каждой визы. И если человек хочет, чтобы этим занимался профессионал, вот тогда он обращается к юристам, к иммиграционщикам, ну, таким, как я. Теперь, если говорить о том, как я помогаю людям, чем я обычно занимаюсь, какие у меня в основном клиенты, то последние 8 лет моя узкая специализация – это бизнес-иммиграция. То есть, как говорят в Англии, bread and butter, да, мой, в общем, кусок хлеба моего, скажем так, это визы, которые называются skilled worker, виза работника. Но чтобы привести сюда людей по визе skilled worker, нужно сначала получить лицензию спонсорскую. Этим я тоже занимаюсь через день. Следующая категория виз – это виза Global Talent. Талантом можно быть в Великобритании в настоящий момент в нескольких отраслях. Можно быть талантом в сфере искусства, танцевать, петь, писать музыку, снимать кино, например. Можно быть талантом в сфере цифровых технологий. Можно быть талантом в академической сфере, то есть быть ученым, попросту говоря. И можно быть талантливым инженером в инженерном деле. Ну вот, White Paper обещает нам, что увеличат количество возможных отраслей для талантов. Говорят, что вот мы, значит, еще больше талантов будем здесь ждать. То есть вот этими визами я тоже занимаюсь. Ну и занимаются те, кто говорят, что они business immigration lawyers, как я.
Следующий вид виз — это визы для предпринимателей, которые придумали инновационный бизнес-план и собираются реализовать его в Великобритании. Эта виза называется Innovator Founder. Вот это третья, скажем так, вероятная виза для бизнес-иммиграции в Великобританию. Ну, есть, конечно, масса других виз, которыми я тоже занимаюсь. Есть виза для так называемых командировочных людей. Она раньше называлась Intra-Company Transfer, но это название короткое не понравилось прошлому правительству. Ее переименовали на Global Business Mobility Senior or Specialist, и там их 5 видов этих виз. Ну, смысл этой визы, что из одной страны компания посылает человека работать в другую компанию, то есть я это называю командировочные. И, в общем, тут его должны в Великобритании встретить, выписать ему сертификат спонсорства и так далее. Вот это еще один вид виз, которым я тоже занимаюсь. Ну вот я перечислила 4 основные вида бизнес-эмиграции. Ну, кроме этого, есть то, что называется частная иммиграция, private immigration, family immigration route. К ней относятся жены и мужья людей, которые здесь имеют уже британское гражданство, либо получили ПМЖ в Великобритании, либо есть еще категории людей, которые могут сюда жен, мужей, невест и женихов привезти. Ну и третий блок иммиграционных дел, которым я, к сожалению, не занимаюсь, это дела беженцев. К ним относятся те, кто здесь просят политическое убежище. К ним относятся теперь уже существующие виды украинская схема, которой я занимаюсь в качестве исключения из других видов беженцев. В общем, я бы разделила на 3 категории все виды виз, и если человек считает, что он знает, что делать, он может этим заниматься сам. Если он считает, что ему необходима юридическая помощь, то, конечно, лучше обратиться к иммиграционному юристу. По моему опыту, всегда лучше обратиться к юристу, дабы избежать каких-либо ошибок, особенно когда это бизнес-иммиграция. Если говорить, вот мы проговорили все типы виз, на сегодняшний день, вот отбросим white paper, какой тип визы быстрее всего ведет к ПМЖ и гражданству, и какой, скажем так, технически все-таки человеку легче реализовать с помощью юриста, и он требует, возможно, меньше усилий или этапов прохождения, или сроков прохождения. Что бы вы посоветовали, куда смотреть кандидатам или людям, которые хотят переехать, ну вот, в ближайшее время? И я попробую суммировать мой основной совет. Если вы хотите приехать в Великобританию как можно быстрее и получить ПМЖ в течение 3 лет, то тогда все виды действующих виз, варианты сводятся к 2, по большому счету. Это виза Innovator Founder, где вы становитесь предпринимателем, вы пишете инновационный план, вы обращаетесь к endorsing body, одобряющему органу, а их 4. К одному из. Вы можете обратиться ко всем 4, если у вас есть желание и деньги. Обращение стоит 1000 фунтов госпошлина к каждому. Но обычно люди обращаются к одному. Одобряющий орган читает ваш бизнес-план, и если он считает, что он инновационный, масштабируемый и жизнеспособный, а вот так определяются критерии, то endorsing body выдает такому человеку endorsement, одобрение. Это выглядит на самом деле как такой документ с галочками, что вот молодец, твой план хороший. И на основании endorsement, одобрения, человек в течение 3 месяцев должен обратиться за получением визы Innovator Founder. Когда человек получает эту визу, назовем его предпринимателем, инноватором, он может привезти в Великобританию с собой жену или мужа и детей до 18 лет. Вся команда, вся семья получит визу сроком на 3 года. В течение каждого года, 12 месяцев, потом еще 12 месяцев и, наконец,
36 месяцев, каждый год из 3, предприниматель, инноватор будет отчитываться раз в году о том, как он воплощает свой бизнес-план перед организацией, которая ему выдала одобрение. То есть будет встреча за его же счет, кстати говоря, за 500 фунтов официальной госпошлины, на которой будут обсуждать: вот ты обещал в бизнес-плане, что у тебя будут там кирпичи летать, например, летают они или нет. И человек скажет, что вот мы придумали уже правое крыло, а левое мы вот разрабатываем, и в следующем году будет встреча о левом, например, крыле этого кирпича. Ну, простите, я немного утрирую, но, в принципе, проверяют ваш бизнес-план. И если через 3 года человек сможет доказать, предприниматель, что он воплотил в жизнь 2 из 7 пунктов, которые обозначены в иммиграционных правилах, то тогда все тот же endorsing body, вот та же организация, ну, может быть, и другая, на самом деле, технически, он там может перепрыгнуть в другую организацию. Если организация через 3 года одобряющая подпишет письмо и поставит галочки, 2 галочки из 7, что выполнены определенные условия, то человек через 3 года может получить ПМЖ. Ну, возникает вопрос, какие условия нужно выполнить. Я сейчас вам не перечислю все 7, но, например, скажу, первое условие. Нужно показать, что в течение 3 лет человек потратил на развитие своего бизнеса как минимум 50 тысяч фунтов. И эти деньги ушли не на свою зарплату, а на развитие бизнеса. Второй вариант, например, можно, кроме этого, что нужно 2 критерия выполнить, показать, что кроме того, что 50 тысяч я вложил в свой бизнес, я еще и нанял 5 человек, каждого держал на зарплате 12 месяцев и платил каждому 25 тысяч в год. Ну, то есть как минимум 125 тысяч фунтов, в которых уже могут зайти предыдущие 50, и через 3 года инноватор, предприниматель получает ПМЖ. Вот на сегодняшний день. Тем не менее, его жены, мужья и дети не получат ПМЖ через 3 года, как сам инноватор, а им придется ждать 5 лет пребывания в Великобритании, потому что вот такие правила. Ну, White Paper говорит, что критерии получения ПМЖ, как мы сегодня говорили, будут пересмотрены в зависимости от того, кто какой экономический взнос вносит в общество, в казну. Значит, тому будут какие-то категории и исключения из общего правила о 10 годах. Опять-таки, это все еще проект, это не правило, это, в общем, то, что было заявлено. И, возможно, хотелось бы надеяться, что инноваторы останутся на своих 3 годах или и не перейдут хотя бы на 10 лет, потому что вот в данный момент это самый быстрый путь к ПМЖ. Ну и второй быстрый путь к ПМЖ – это виза Global Talent. Значит, поскольку можно быть талантом в нескольких отраслях, правила иммиграционные на сегодняшний день очень четко и ясно говорят, кто может через 3 года претендовать на ПМЖ из талантов, а кто через 5. Ну, в общем, все таланты могут получить ПМЖ через 3 года, кроме тех, кто был признан талантом в сфере искусства, art talent, и был признан подающим надеждой талантом, exceptional promise, так называемый. И то же самое относится к exceptional promise в сфере цифровых технологий. Вот кого признали подающим надежды талантом, тем нужно ждать 5 лет до ПМЖ. По большому счету, все остальные таланты, кого признали такими, получают ПМЖ через 3 года. Вот это в настоящий момент самый быстрый путь до постоянного вида на жительство в Великобритании. Повлияет ли на студенческие визы изменения, те, которые заявлены в White Paper? Мы как-то
не упомянули о студентах, о тех, кто приезжает сюда учиться, получать высшее образование. Вы правы, потому что я очень редко занимаюсь студентами, лично я. О студентах говорится следующее. Первое, есть так называемая graduate visa. Это для студентов, которые уже закончили обучение в Великобритании, получили долгожданный британский диплом и в награду за это получили автоматически визу, которая называется graduate visa. Тот, кто закончил бакалавра и магистратуру, получает автоматически после окончания университета 2 года визу на 2 года и возможность работать, заниматься предпринимательской деятельностью, ничего не делать, учить, что они хотят в течение этих 2 лет, в общем, тут находиться. Те, кто закончил докторат, PhD, могут находиться после этого в Великобритании 3 года. Так вот, white paper, реформы говорят нам, что вместо 2 лет теперь будет сокращение нахождения в Великобритании для этой категории до 18 месяцев. Следующая большая глава этого документа посвящена спонсорам, которые выдают Certificate of Accreditation of Studies студентам, ну, если человеческим языком сказать, университетам, у которых есть лицензии, чтобы привозить сюда иностранных студентов. Значит, на несколько страниц расписано, как трудно будет теперь жить спонсорам, как их будут проверять, как изменится система проверок, будет там какой-то светофор, красный, белый, красный, желтый, еще какие-то там цвета. В общем, будут проверять и контролировать университеты, у которых есть спонсорские лицензии, строже. Это четко рассказано об этом, что предлагает правительство сделать для этого. И кроме того, есть предложение в этом документе ввести налог на университеты, которые привозят сюда иностранных студентов. Ну, то, что касается налогов, обычно решается осенью в Великобритании. Ну и, как вы догадываетесь, за эти несколько дней университеты уже все на дыбы встали и стали писать письма, что если вы еще заставите нас платить налог на иностранных студентов, нам придется поднять стоимость обучения в соответствии с этим, и кто к нам вообще сюда приедет. Поэтому будем следить, насколько это предложение станет реальностью. Еще интересно спросить, если говорить о переходах с визы на визу, я знаю, что при некоторых условиях твой условный стаж пребывания в Великобритании обнуляется. Какие есть варианты для того, чтобы сохранить этот статус? Вот, например, студент там пошел на skilled worker, потом что-то там с работой пошло не так, он решил там получить global talent. Вот какие есть пути, чтобы сохранять этот стаж? То есть что нужно знать для сохранения стажа? Значит, нужно знать первое. Нужно понимать четко, в какой категории виз вы находитесь и плаваете, грубо говоря. Если вы жены и мужья британцев, то как только вы решите перейти с визы жены или мужа на рабочую визу, срок вашего пребывания в Великобритании для получения ПМЖ будет равен 0, обнулится. Поэтому жены и мужья, не меняйте свои визы на другие виды виз, если вашей семейной жизни не грозит опасность. То же самое относится и к варианту наоборот. Если вы находитесь здесь по визе работника, skilled worker, по визе global talent или по визе innovator founder, ребята, женитесь, выходите замуж, но визы не меняйте, потому что переход на визу жены и мужа, вот на эту категорию семейную, тоже обнулит подсчет времени для ПМЖ. Это первое. Второе. В самой категории Points-Based System, вот этих вот рабочих и бизнес-виз, да, это очень грубое название, в которые входят Skilled Worker Visa, Global Talent Visa, Innovator Founder Visa. Ну, виза студентов формально туда входит, но она не ведет к ПМЖ, можно ее забыть в данном случае.
Вот в самой категории тоже существует правило, с какой визы на какую можно перепрыгивать и не терять подсчет для ПМЖ. Классическим вариантом является переход с визы Skilled Worker на визу Global Talent. Вот если вы хотите так поступить, не бойтесь, делайте этот переход, совершайте его, потому что человек, который будет подавать на ПМЖ как Global Talent, может засчитать прожитые в Великобритании года и в качестве Global Talent, и в качестве Skilled Worker. В общем, Skilled Worker плюс Global Talent равно ПМЖ, перерыва нет. Теперь, что касается визы Innovator Founder, то это самый быстрый путь к ПМЖ за 3 года. И он ни с чем не комбинируется и суммируется, что, в общем, имеет смысл. Примерно так. Юлия, расскажите еще, пожалуйста, каким образом идет процесс от этого white paper, который уже есть, до того момента, когда это уже станет законом? То есть где следить, зачем следить, как вообще работает весь этот процесс? Ну, начнем с того, что в Великобритании прецедентное право. Это не континентальное право, к которому привыкла я, например, где в кодексах написано все, что надо знать. Если мы говорим о иммиграционном праве, то иерархия законодательных актов, так называемая, такова. Сначала идет закон. Закон в Великобритании — это акт, который был принят парламентом, прошел 2 чтения в парламенте, был подписан королем или королевой. И вот это называется по-английски статут, закон. Иммиграционные правила не являются законом. Как такое произошло? В 1971 году приняли закон парламентом, который называется Immigration Act, закон об иммиграции. И в этом законе сказано, что все, что касается конкретики, как люди здесь будут жить по визам, сколько лет, как они будут получать эти визы, вот этим всем имеет право заниматься, назовем его по-русски, министр внутренних дел. Все, что идет дальше в иммиграционных правилах, да, как мы называем, это все деятельность не законотворческая, а это правила, которые издает министр МВД Home Office на основании закона 1971 года, где сказано, что ты, министр, вот сам решай, как люди сюда будут приезжать и как они здесь будут жить. В документе White Paper 12 мая рассказали все, кроме того, каким образом эта реформа будет воплощена в жизнь. Ну, тут я слегка не точно говорю. В конце этого документа написано так примерно, что чтобы реализовать наши планы, понадобятся законодательные, подзаконные акты, консультации с людьми, и, в общем, там много чего нам придется сделать, ребята, но мы это сделаем. Поэтому основной вопрос, который возникал в течение последних дней, каким образом все эти обещанные реформы станут ли они законом, то есть пройдут через 2 чтения в парламенте и получат разрешение короля или королевы, либо все эти изменения провернут, простите за сленг, через иммиграционные правила, то есть через подзаконный акт. Я хочу сказать, что все, о чем мы сегодня говорили, все правила про Innovator Founder, про Global Talent, про все что угодно, они все изложены в иммиграционных правилах, а не в законе, который проходит чтение в парламенте. Следующий вопрос: как быстро можно поменять правила иммиграционные, чтобы они стали действующими и, как мы говорим, законом, чтобы они начали действовать, чтобы этот подзаконный акт стал действительностью. В данном случае ситуация такая.
Есть некоторая договоренность, convention, потому что мы живем в Англии, тут у нас традиции и договоренности. Есть некоторая договоренность, которая возникла с 1971 года, я так подозреваю, что если министр меняет иммиграционные правила, он их должен опубликовать и предоставить на рассмотрение парламента. Это должно произойти по традиции, по convention. Вот так сложилось. За 21 день как минимум до того, как изменения вступят в силу. После этого парламент не будет одобрять эти правила. Он может их вообще не читать. Он ничего не обязан с ними делать, но в течение 40 дней после того, как ему предоставили эти правила, он может наложить, грубо говоря, вето, да, по-нашему, и сказать «нет, вот это вот в силу не вступит». Поэтому я понимаю, что я излагаю такой драматический сюжет, но скорее всего, и это вчера было написано вот в документе, который подытожил всю эту white paper, вот, и документе, который был опубликован парламентом, говорится, что, скорее всего, вот все эти изменения будут притворяться в жизнь через иммиграционные правила, а не через закон. То есть, ну, в самом страшном, да, сне пишут изменяют правила, изменять их будет МВД, показывают эти правила парламенту за 21 день до вступления в силу, а парламент либо накладывает на них вето в течение 40 дней, либо нет. И тогда изменения вступают в силу, и все мы живем в новой реальности новых иммиграционных правил. Вот это то, что было объяснено вчера парламентом, ну, подытожено. Так что вот такие вот дела. Очень интересно. А если говорить о ваших 5 ключевых аргументах, почему стоит рассмотреть Англию как страну для иммиграции? Конечно, я думаю, что каждый человек сам решает для себя, какая страна ему ближе, а какая нет. Ну, как я могу прорекламировать Великобританию? Ну, я начну, наверное, наоборот. Кто не любит пасмурную погоду, кого вводят в депрессию дожди, кому не хватает солнца, ребята, не надо ехать в Великобританию. Те, для кого погода и туман, и серые облака не имеют никакого значения в жизни, а имеет значение в жизни английский язык, которым вы владеете, а не испанский, португальский, иврит, назовите любые другие языки, которые надо учить с нуля, приезжайте в Англию. Те, кто хотят навещать свою семью, которая осталась за рубежом в России, на Украине, в Белоруссии, в Израиле, на Кипре, и не хочет очень долго лететь до Америки, приезжайте в Великобританию. Те, кто хочет развивать свой бизнес, особенно в сфере финтех, финансовых технологий, банковской деятельности, приезжайте в Лондон, потому что это столица, это все еще, я надеюсь, будет финансовая столица мира. Те, кто хочет найти специалистов, которые говорят на любых языках, приезжайте в Лондон, приезжайте в Великобританию. Те, кто хочет, чтобы их дети учились на английском языке в английских школах, приезжайте сюда. Не приезжайте те, кто думает, что здесь просто. Не приезжайте те, кто думает, что здесь дешево. И, наверное, так, приезжайте те, кто готов работать, у кого здоровые амбиции, кто не ломается на второй день при серой погоде. Вот таким здесь будет комфортно. Спасибо вам огромное. Мне было очень интересно. Ну, вам спасибо.